Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такую очаровательную рельефную салфетку по описанию Грейс Ферон. Давайте рассмотрим ее поближе. Посмотрите, какая она необыкновенная, интересная. Ее очень интересно вязать, невозможно оторваться. Не сказала бы, что вязать ее очень просто. Все-таки требуется какой-то опыт, сноровка. Но в этом видео мы с вами все подробно разберем. Такая интересная у нее серединка с рельефными столбиками. Такие объемные ряды. Очень красивая кайма. Много разных столбиков, и попкорны, и сплиты, и кластеры, и изнаночные рельефные, лицевые рельефные с разным количеством накидов. Так что присоединяйтесь, если тоже хотите связать такую салфетку. И в конце видео мы с вами свяжем эту очаровательную, необыкновенно красивую салфетку. Видео будет состоять из двух частей. В первой части мы с вами начнем и провяжем 22 ряда, а во второй части закончим. Схема состоит из 38 рядов. Схемы нет, есть описание. Я вязала по описанию на английском языке. Кстати, не сказала, эта салфетка называется в переводе с английского «жемчужина». Но ее и правда, вот эти ряды напоминают как раковину, ракушку. И вот эти элементы как жемчужинки. Действительно, на нее смотришь, и такая ассоциация возникает. Жемчужина. Все салфетки этого автора необыкновенно красивые. И вот в этот раз я решила связать вот такую салфетку. Она плотная. Рекомендую брать не очень тонкие нитки, чтобы подчеркнуть весь рельеф салфетки, фактуру. И объемные элементы так лучше будут просматриваться. Размер ее у меня получился 32 сантиметра. Ну, у вас, конечно же, будет свой размер. Это зависит от выбранных ниток, крючка, и плотность вязания у всех разная. Если вам нравится эта салфетка, поставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вязать салфетку я буду из ниток Daisy от Vita Cotton. Это 100% мерсеризованный хлопок в 50 граммах, 295 метров. Цвет у меня 4404. Приятный кофе с молоком. Крючок буду использовать 1,25 миллиметра. Итак, делаем начальную петлю. Набираем 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Замыкаем в кольцо в первую воздушную петлю при помощи соединительного столбика. И вяжем первый ряд. 1 воздушная петля подъема. И в кольцо. Хвостик мы сразу обвязываем. Провязываем 8 столбиков без накида. Первый начальный, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. Обвязали колечко, и теперь соединяем вершину начального столбика без накида соединительной петлей. Первый ряд у нас готов. Хвостик можно отрезать, мы его уже обвязали, никуда он не денется. Вяжем второй ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом, накид, и сюда же в этот столбик провязываем столбик с накидом. Итого 2 столбика с накидом.
накид. В следующий столбик также провязываем 2 столбика с накидом. И так в каждый столбик первого ряда провязываем по 2 столбика с накидом. Давайте довяжем их самостоятельно и встретимся. Итак, провязали последний столбик с накидом и соединяем вершину начального столбика с накидом в третью воздушную петлю подъема. Второй ряд у нас готов. У нас получилось 16 столбиков с накидом. Вяжем третий ряд. 1 воздушная петля подъема, и вокруг первого столбика заводим крючок сзади наперед, провязываем рельефный изнаночный столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. Вокруг следующего нам нужно провязать 2 столбика без накида рельефных изнаночных. Итак, заводим крючок сзади наперед, провязали первый столбик, и вокруг этого же столбика сюда же провязываем второй столбик рельефный изнаночный без накида. Вокруг следующего столбика 1 рельефный изнаночный столбик без накида. Вокруг четвертого 2 столбика. Так чередуем 1, 2, 1, 2. Вяжем самостоятельно. У нас должно получиться 24 рельефных изнаночных столбика без накида. Встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последний 24 столбик без накида и соединяем вершину начального столбика соединительной петлей. Третий ряд у нас готов. Вяжем четвертый ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом, накид. В следующий столбик 1 столбик с накидом. В следующий, в третий столбик прибавка 2 столбика с накидом, первый и второй столбик с накидом сюда же в этот столбик. Далее в следующие 2 столбика по 1 столбику с накидом, первый, следующий столбик, еще 1 столбик, и теперь 2 столбика прибавка, первый столбик с накидом и сюда же второй. Итак, вяжем 1, 1, 2, 1, 1, 2 столбика с накидом. Продолжаем вязать самостоятельно. Подошли к концу ряда. Провязали последние 2 столбика прибавка и соединяем в третью воздушную петлю подъема вершину начального столбика с накидом соединительной петлей. Четвертый ряд у нас готов. 32 столбика с накидом. Вяжем пятый ряд. Пятый ряд у нас повторяет третий ряд. Также делаем 1 воздушную петлю подъема и вокруг этого столбика первого провязываем рельефный изнаночный столбик без накида. Вокруг следующего 2 столбика без накида, рельефные изнаночные. Заводим крючок также сзади наперед. Вокруг следующего столбика 1 столбик рельефный изнаночный без накида. Вокруг четвертого 2 столбика. Так чередуем 1, 2, 1, 2. Вяжем самостоятельно. Провязали последние 2 столбика без накида рельефные изнаночные и соединяем вершину начального столбика без накида соединительной петлей. Пятый ряд у нас готов. У нас получилось 48 столбиков без накида рельефных изнаночных. Вяжем шестой ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом, накид. И теперь в следующие 4 столбика провязываем по 1 столбику с накидом. Итого у нас 5 столбиков, считая начальный, 3 воздушные петли. Так.
4 и 5. Провязали. В следующий идет прибавка 2 столбика с накидом. В следующие 5 по 1 столбику с накидом. 2, 3, 4, 5. В следующий прибавка 2 столбика с накидом. Так, вяжем по рисунку самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Подошли к концу ряда, провязали последние 2 столбика с накидом и соединяем в 3-ю воздушную петлю подъема. 6-й ряд у нас готов. У нас получилось 56 столбиков с накидом. Вяжем 7-й ряд. 1 воздушная петля. И вокруг этого же столбика, куда мы делали соединение, вокруг первого, провязываем рельефный изнаночный столбик. Всегда первый столбик. Все, вытянули ниточку, провязали. Выполнили начальный столбик. И теперь вокруг следующих 5 столбиков также провязываем по 1 рельефному изнаночному столбику без накида. Итого провязали 6 столбиков. Далее идет прибавка 2 столбика вокруг 1 столбика. Далее 6 по 1, прибавка, 6, прибавка. Так вяжем по кругу. У нас получится 64 рельефных изнаночных столбика без накида. Встречаемся в конце ряда. Ну вот, также сделала соединение в начальный столбик. 7-й ряд у нас готов. Вяжем 8-й ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. И в следующие 6 столбиков провязываем по столбику с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Итого провязали 7 столбиков, считая начальный столбик с накидом. Теперь прибавочка 2 столбика. Первый и сюда же 2 столбик с накидом. Теперь следующие 7 столбиков по 1, в следующей прибавка. Так и вяжем 7 прибавка, 7 прибавка. И у нас получится 72 столбика с накидом. Вяжем самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последние 2 столбика прибавку и соединяем в 3-ю воздушную петлю подъема. 8-й ряд у нас готов. 72 столбика с накидом. Вяжем 9-й ряд. 1 воздушная петля подъема и 8 столбиков провязываем по рельефному изнаночному столбику без накида. Далее прибавка, потом снова 8 столбиков, прибавка, 8 столбиков, прибавка. Этот ряд у нас повторяет 7-й ряд, только прибавки уже идут не через 6 столбиков, а через 8. Вяжем самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Итак, соединили в начальный столбик без накида соединительной петлей. 9-й ряд у нас готов. У нас получилось 80 столбиков без накида рельефных изнаночных. Вяжем 10-й ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3.
начальный столбик с накидом, это у нас. И в следующие 3 столбика провязываем по столбику с накидом. Первый, в следующий столбик второй и третий. Итого 4 столбика провязали. В следующий у нас идет прибавка 2 столбика с накидом. В следующие 4 по 1 столбику с накидом. Далее прибавка 2 столбика в 1 столбик. Так, вяжем по кругу 4 прибавка, 4 прибавка. Встречаемся в конце ряда. Ну вот, провязали последнюю прибавку и соединяем вершину начального столбика с накидом соединительной петлей. 10-й ряд у нас готов. У нас получилось 96 столбиков с накидом. Мы сделали 16 прибавок. Вяжем 11-й ряд. Также 1 воздушная петля подъема. И вокруг 11 столбиков, начиная с первого, провязываем по 1 рельефному изнаночному столбику без накида. Далее прибавка. Потом снова 11 рельефных изнаночных столбиков без накида, прибавка, 11 столбиков, прибавка. Так, вяжем по кругу. У нас получится 104 столбика рельефных изнаночных без накида. Вяжем самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Все, сделали соединение, провязали 104 столбика без накида. 11 ряд у нас готов. Вяжем 12 ряд. 2 воздушные петли подъема, 1, 2. Мы их потом в расчет не берем, это просто 2 петли подъема. Далее 2 накида, пропускаем первый столбик, второй и в третий, провязываем столбик с 2 накидами. 1 воздушная петля, накид. И теперь вершину первого столбика предыдущего ряда, вот куда мы делали соединение, провязываем пышный столбик. Вытянули 1 накид, накид, второй накид и третий. Подхватываем рабочую нить и протягиваем через все петли на крючке. Провязали пышный столбик. 2 накида, пропускаем столбик. После в этот столбик у нас провязан столбик с 2 накидами, пропускаем в следующий столбик с 2 накидами. Одна воздушная петля, накид. И теперь в столбик, куда мы провязывали предыдущий столбик с 2 накидами, в него провязываем также пышный столбик. 1, 2, 3. Закрываем. 2 накида. Пропускаем столбик после столбика с 2 накидами. И в следующий также вяжем столбик с 2 накидами. 1 воздушная петля, накид. И в тот же столбик, куда провязывали предыдущий столбик с 2 накидами, вяжем пышный столбик. А последний столбик с 2 накидами у нас как бы внутри нашего пышного столбика. Вот так выглядит это с изнаночной стороны. Эти столбики с 2 накидами внутри пышных. Давайте еще раз вместе провяжем. 2 накида, пропускаем в следующий столбик с 2 накидами. 1 воздушная петля идет после столбика с 2 накидами, накид. И теперь в предыдущий
столбик, куда провязывали вот столбик с 2 накидами. Возвращаемся назад на 2 петли. Провязываем пышный столбик. Давайте еще раз вместе. 2 накида, пропускаем столбик с 2 накидами. 1 воздушная петля, накид, и вяжем пышный столбик туда же, куда провязывали предыдущий столбик с 2 накидами. А новый столбик с 2 накидами мы прячем вовнутрь пышного столбика. Вот так. Все, продолжаем вязать самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Итак, подходим к концу ряда и давайте последний пышный столбик провяжем вместе. Итак, провязываем столбик с 2 накидами. 1 пропустили. Вот в первый столбик, откуда у нас выходит цепочка из 2 воздушных петель начальная. Провязали в начало ряда. 1 воздушная петля и пышный столбик. Это у нас последний пышный столбик. Их у нас получается 52. Теперь делаем соединение в вершину вот первого столбика с 2 накидами. Все, соединили. 12 ряд у нас готов. У нас получилось 52 пышных столбика, 52 столбика с 2 накидами и 52 арочки из 1 воздушной петли. Вяжем 13 ряд. 2 воздушные петли подъема, 1, 2. Это просто 2 петли подъема. Разворачиваем на другую сторону. Это у нас изнанка нашей салфетки. И теперь столбик с 2 накидами. Вот вершину. Давайте посмотрим внимательно. Вот это отверстие, это у нас вершина столбика с 2 накидами. Вот в него провязываем столбик с 2 накидами. Одна воздушная петля, накид. И теперь провязываем пышный столбик вот в начало ряда, откуда у нас выходит цепочка из 2 воздушных. Также столбик с 2 накидами у нас как бы внутри нашего пышного столбика. Под камерой, конечно, мне не очень удобно. На самом деле все это быстрее делается. 2 накида. Теперь провязываем столбик с 2 накидами. В этот столбик у нас первый столбик мы провязали, в следующий. После пышного столбика 1 воздушная петля, не забываем делать после столбика с 2 накидами. И теперь возвращаемся. И куда мы провязывали предыдущий столбик с 2 накидами, вяжем пышный столбик. Также в вершину столбика с 2 накидами. Давайте еще вместе. 2 накида. Здесь у нас провязан предыдущий столбик сюда. И теперь следующий. Столбик с 2 накидами готов. 1 воздушная и пышный столбик. Немножечко назад отступаем в предыдущий столбик. Вот так.
Ну, что у нас получается. Все, продолжаем вязать самостоятельно по кругу. И у нас будет также 52 пышных столбика. Вяжем самостоятельно. И в конце ряда делаем соединение вершину первого столбика с двумя накидами. Итак, 13 ряд у нас готов. Вот что у нас получается. Вот такая красивая косичка. Но это у нас изнаночная сторона. Вяжем 14 ряд. 1 воздушная петля подъема. Разворачиваем. И теперь внимательно смотрим. Вот мы давайте с этой стороны, наверное, будет удобнее. Вот у нас столбик с двумя накидами вершина. Далее идет арка. И потом пышный столбик. Так вот, сейчас мы столбики будем провязывать под арку из одной воздушной петли. Делаем соединительный столбик в арку. Сейчас на нас смотрит лицевой стороной салфетка. 1 воздушная петля. И в эту арку провязываем 2 столбика без накида. Переходим к следующей арке. И также в нее провязываем 2 столбика без накида. Так вяжем по кругу в каждую арочку по 2 столбика без накида. Ряд очень легкий, быстрый. Давайте провяжем его самостоятельно и встретимся. Итак, провязали последние 2 столбика в арку и соединяем вершину первого столбика без накида соединительной петлей. 14 ряд у нас готов. У нас получилось 104 столбика без накида. Вяжем 15 ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. Еще 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Это арка, накид. Пропускаем столбик и в следующий столбик с накидом. 3 воздушные, 1, 2, 3. Пропускаем в следующий столбик с накидом. 3 воздушные, арка. Пропускаем столбик с накидом. Так вяжем по кругу. По рисунку и встречаемся в конце ряда. Провязали последнюю арку из 3 воздушных петель и соединяем вершину начального столбика в 3-ю воздушную петлю подъема соединительной петлей. 15 ряд у нас готов. У нас получилось 52 столбика с накидом и 52 арки из 3 воздушных петель. Вяжем 16 ряд. Делаем соединительный столбик в следующую арку. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. И еще в эту же арку провязываем еще 2 столбика с накидом. Первый и второй. Итого 3 столбика с накидом. В следующую арку также вяжем 3 столбика с накидом. И так по кругу провязываем в каждую арку по 3 столбика с накидом. Никаких арочек мы здесь не делаем. Вяжем самостоятельно. У нас получится 156 столбиков с накидом. Встречаемся в конце ряда. Провязали последнюю тройку столбиков и соединяем вершину начального столбика с накидом в 3-ю воздушную петлю подъема. 16 ряд у нас готов. Далее у нас идут ряды, повторяющие от начала нашей салфетки. Также будем чередовать рельефные изнаночные столбики без накида и ряд
столбики с накидом. Так, мы с вами провяжем 5 рядов, 17, 18, 19, 20 и 21. Мы знаем уже, как вязать эти ряды. Сейчас я оставлю на экране табличку, напишу, через сколько, в каком ряду делаем прибавки. Провяжем эти 5 рядов самостоятельно по схеме. Можете сейчас поставить видео на паузу или сделать скрин экрана. Итак, следующий ряд у нас будет столбики рельефные, изнаночные, без накида. Это 17 ряд. И далее вяжем 18, 19, 20, 21 ряд. Все, вяжем самостоятельно и встречаемся в конце 21 ряда. Итак, мы с вами закончили вязать 21 ряд. Здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5 выпуклых бороздки. Здесь 1, 2, 3. В последнем ряду, в 21, получается 216 рельефных изнаночных столбиков без накида. Вяжем 22 ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. 2 воздушные петли, еще 1, 2. Это арка, накид. Пропускаем второй столбик. В следующий вяжем столбик с накидом. 2 воздушные петли, 1, 2. Пропускаем в следующий столбик с накидом. 2 воздушные. Пропускаем в следующий столбик с накидом. Так, вяжем по кругу. У нас получится 108 столбиков с накидом и 108 арок из 2 воздушных петель. Встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последнюю арку из 2 воздушных петель и соединяем вершину начального столбика с накидом в 3-ю воздушную петлю подъема соединительной петлей. 22 ряд у нас готов. Вот что у нас получается. Давайте немножко отдохнем. Мы с вами провязали 22 ряда и продолжим вязать во второй части.